Всем привет, друзья! Сегодня хочу познакомить вас с довольно интересным гаджетом. Смартфоном от компании Bigme, который сочетает в себе функциональность современного мобильного устройства и комфорт чтения, характерный для электронных книг. В мире, переполненном яркими экранами смартфонов и планшетов, гаджеты с технологией Air Ink остаются оазисом комфортного чтения. Они берегут зрение и позволяют погрузиться в текст без лишних отвлекающих факторов. Сегодня мы рассмотрим устройство, ключевой особенностью которого является экран на базе этой самой технологии Air Ink, предлагающий не только традиционное чтение, но и расширенные возможности благодаря цветной палитре и регулируемой подсветке. Этот гаджет позиционируется как устройство для тех, кто ценит удобство и специализированные функции. Лайк, подписка за старание. У микрофона Георгий, и мы начинаем. Поехали! Поставляется смартфон в довольно стильной, минималистичной коробке белого цвета с гордой надписью Bigme Just For You. На коробке практически отсутствуют всякие надписи. Это мне напомнило старые добрые времена с первыми гаджетами от Xiaomi. Они тоже комплектовали свои устройства в минималистичной коробке, правда серого цвета. Внутри нас встречает аппарат, скрепка и немного макулатуры. Скромненько, конечно, хотелось бы хотя бы блок питания, но производитель решил следовать современным тенденциям и обделил нас этими аксессуарами. Отмечу силиконовый чехол, правда входит ли он в комплект непонятно, он шел отдельно от телефона. Чехол вполне обычный матовый белого цвета. Мелочь, а приятно. Bigme Hair Brick выполнен в строгом минималистичном дизайне. Корпус устройства изготовлен из матового пластика, который приятно лежит в руке и не собирает отпечатки пальцев. Габариты смартфона следующие. 154 мм в высоту, 76,8 мм в ширину, 8,6 мм в толщину, а вес составил всего 173 грамма, что делает его достаточно компактным и легким для длительного использования. Пробежимся по кнопкам и элементам управления. На правой стороне расположились кнопка включения и качели регулировки громкости. Отмечу, что они выполнены в темно-золотистой палитре. На нижнем торце вынесены два микрофона и порт зарядки Type-C. Левая сторона оборудована программируемой кнопкой и лотком для сим-карт. Он у нас полноценный, можно разместить одну сим-карту и карту памяти. Верхний торец у нас свободен. На лицевой части расположены селфи-камера и разговорный динамик. Отмечу и заботливо наклеенную матовую пленку. Всегда радуют такие мелочи. На тыльной стороне у нас находится камера, LED-вспышка и надпись Bigme. В целом, дизайн аппарата довольно неплох. Главные его аспекты — это строгость, практичность и минимализм. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Основным преимуществом этого устройства стал его экран на 5,84 дюйма с технологией Air Ink. Разрешение составило 1440 на 720 пикселей, что, конечно, не вызывает восторга. Оно могло быть и выше. Благодаря технологии Air Ink создается ощущение, что вы читаете с обычного листа бумаги, минимизируя нагрузку на глаза. Давайте вкратце расскажу, что это за технология. Air Ink — это технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге. Она основана на явлении электрофореза. Принцип ее работы заключается в следующем. Экран разделен на маленькие ячейки. В них есть белый и черный материал, похожий на порошок или маленькие капсулы с краской. Белый материал имеет положительный заряд, а черный отрицательный. Под каждой ячейкой есть электроды. Они могут выдавать положительный или отрицательный заряд. Если заряд отрицательный, то белые частицы устремляются вниз, а черные вверх. Так на экране появляется черный пиксель. Пиксели объединяются, образуя буквы, линии изображения, как на обычных экранах. После того, как пигмент прилип к экрану, можно не подавать напряжение на электроды. Они будут удерживать пигмент за счет накопленного заряда. Поэтому у таких экранов очень низкое энергопотребление. Нужно лишь подать ток на долю секунды, чтобы сформировать новое изображение. Потом ток можно отключить. В таком состоянии пигмент может находиться на экране несколько лет, не расходуя заряд батареи. Думаю, плюсы этой технологии очевидны. Низкий уровень пульсации практически исключает мерцание.
Антибликовое покрытие предотвращает отражение света, делая чтение приятным даже при ярком солнечном свете. Забудьте о напряжении глаз после долгих часов чтения. В отличие от многих традиционных читалок, эта модель поддерживает цветовую палитру более 4000 цветов. Это открывает новые горизонты использования устройства. Конечно, оно по-прежнему идеально подходит для чтения книг, но теперь вы также можете комфортно просматривать комиксы, графические романы, журналы, а также изображения и графики. Возможность отображения цвета существенно расширяет функциональность, превращая смартфон в универсальный инструмент для потребления контента. При желании даже можно поиграть в игры, но не будем забегать вперед. Для чтения в условиях низкой освещенности предусмотрен важный элемент – 36-уровневая регулируемая подсветка. Вы можете настроить яркость подсветки индивидуально под свои потребности и окружающие условия, обеспечивая оптимальный комфорт в любое время суток. Это особенно полезно для вечернего чтения. Несмотря на все преимущества, стоит отметить ограничения, свойственные технологии AirInk. Низкая частота обновления экрана, всего 30 Гц. Это значит, что наш сегодняшний герой идеально подходит для статического контента, такого как книги, журналы, изображения. Bigme Hairbrick работает на операционной системе Android 11 с кастомной оболочкой, оптимизированной для экранов AirInk. Интерфейс простой и интуитивно понятный, с поддержкой жестов и удобной навигацией. В устройстве предустановлены приложения для чтения, например, Kindle, Moonreader, и работы с документами, Google Docs и Microsoft Office. Особенностью ПО является режим чтения, который автоматически настраивает экран для комфортного восприятия текста. Также есть режим черновик, который имитирует бумагу, что удобно для работы с заметками. Отмечу, что производитель обновляет операционную систему. С момента активации устройства приблизительно 1,5-2 недели. Ко мне прилетело целых 3 обновления, что безусловно радует. Плавно подбираемся к начинке нашего героя. Построен он на не самом новом процессоре Helio P35. Это 8-ядерный 12-нанометровый камень, который состоит из 4 производительных ядер Cortex A53 с частотой 2300 МГц и 4 энергоэффективных ядер Cortex A53 с частотой 1800 МГц. Графический ускоритель PowerWare 8320 с частотой 680 МГц. Оперативной памяти у нас 6 ГБ формата LPDDR4X, а постоянной 128 ГБ. Также аппарат поддерживает карты памяти до 1 ТБ. Вся эта связка набирает скромные баллы, почти 160 тысяч. Но справедливости ради надо сказать, что это и не игрофон, и у него слегка другие задачи. И он с ними справляется довольно хорошо. Но так для галочки, конечно, можно и запустить не особо требовательные игры. Вот небольшой пример.
плохое предохранение. Вот другое дело. Даже не понимаю, откуда он не стреляет. Нет, кого-то убил даже. Даже кого-то убил. Представьте, ребят, даже кого-то убил. Тяжеловато, конечно. Графика-то он справляется, довольно быстро все идет. А вот изображение, конечно, тяжеловато заметить какие-либо изменения на экране. Интересно, даже кого-то убил. Еще. Вот он мне сейчас приделает. Нет? Все-таки я его приделаю. Как видим, процессор справляется со своими задачами, но вот отрисовка в 30 Гц выглядит не особо впечатляюще. Раз уж провел игровой тест, немного синтетики не помешает. Geekbench 205 баллов в однопотоке и 897 баллов в многоядерном тесте. Тротлинг тест проходит отлично, практически не сбрасывая частоты. При 15 минутах на 100 потоках максимальное значение составило 90 Гц, а минимальное 78. При 30-минутном тесте при тех же 100 потоках выдал максимальный результат в 94 гипса, минимальный 89 гипсов. Летим дальше. Фото-видео возможности. Смартфон оснащен одной основной камерой на 13 мегапикселей и фронтальным сенсором на 5. Качество фото и видео среднее, их вполне достаточно для сканирования документов или видеозвонков. Чего-то большего не стоит ожидать, это все-таки не камерафон. Вот пример съемки фото-видео в разных сценариях.
Вот так вот, ребят, у нас снимает основная камера смартфона Hybrid. Камера совсем простенькая, на 12 мегапикселей. Поэтому как-то вот так. Что-то сфотографировать, снять короткое видео он может. Понятное дело, что никакой там стабилизации этого всего у нас не будет. Ну, какая-то электронная вроде есть стабилизация, но она такая номинальная. Давайте немножко пройдемся. Все остальные смартфоны тестируем быстрым шагом. Ну, как-то вот так. Она у нас записывает. Очень слабенькая. Ну, что имеем, то имеем, как говорится. Этот смартфон не про видеозапись. Давайте, ребят, посмотрим, как у нас автофокус работает. Ну, вроде отрабатывает даже. Довольно-таки неплохо. Пишет вроде ничего. На экране, конечно, это выглядит немножко стремновато. Правда, фокусироваться на наш предмет. Оп. Ну, вроде автофокус более-менее отрабатывает. Ну, вот как-то так, ребят. А вот так вот у нас снимает, ребят, обычная фронталочка на 5 мегапикселей. Очень простенькая. Для видеозвонков вполне должно хватать. В принципе, вот ее назначение. Все. Вот так вот она у нас записывает. Ну, как обычно, у нас вертолет летит, когда я что-то записываю. Куда же без этого? Давайте пройдемся быстрым шагом. Я вам покажу, как у нас срабатывает стабилизация. Так, ну что, ребят, тестируем смартфон Bigme Hybrid. Ведется запись на основную камеру. Это у нас 13 мегапиксельная камера. Совсем она простенькая, конечно. Так, а теперь веду запись на селфи-камеру. Она у нас на 5 мегапикселей. Тоже совсем простенькая, конечно. Но вполне сгодится, чтобы отвечать там на звонки в скайпе. Да и для любых, в принципе, мессенджеров. Ну, надо протестировать. Иду быстрым шагом на вытянутой руке. Соответственно, еду снимаю на вытянутой руке. Вот как-то так. Давайте проверим роллинг шаттер. Даже непонятно, есть он или нет. Вроде как их даже нет. Переходим к звуку. Смартфон оснащен одним динамиком, причем разговорным, который обеспечивает среднее качество звука. Для прослушивания музыки или аудиокниг лучше использовать наушники. Вот пример звучания. Разъемы для наушников нам не завезли, но никто не отменял беспроводные наушники через Bluetooth. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3400 мАч, хотя AIDA показывает 4000, с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Напомню, блока питания в комплекте нет. Благодаря энергоэффективному экрану Air-Ink смартфон может работать до 3-4 дней при умеренном использовании, а в режиме чтения он проживает более 1 недели. За 15 минут смартфон заряжается на 13%, за 30 минут на 25%, за час на 47% и полный цикл до 100% занимает приблизительно 2 часа 15 минут. Bigme Hybrid поддерживает сети 4G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и GPS. Качество связи стабильное, а скорость передачи данных достойная для повседневных задач. Отмечу и поддержку 3, 7 и 20 бендов. За время тестирования разрывов соединения с собеседником не было выявлено. В родной прошивке записи разговоров собеседника нет. Спутники ловят хорошо вплоть до 1 метра. К сожалению, в смартфоне отсутствует NFC модуль, и это довольно ощутимый минус. Пора подводить итоги. Bigme Hybrid весьма специфичный смартфон, который идеально подойдет для любителей чтения, студентов и профессионалов, работающих с текстами. Плюсам отнесу удобный экран Air-Ink для чтения, долгое время автономной работы, ну и компактный дизайн. Минусы тоже довольно существенные. Средне-низкая производительность, ограниченные возможности для мультимедиа, отсутствие NFC модуля, разъема для наушников и довольно бедная комплектация. Наш сегодняшний герой — это превосходный выбор для любителей чтения.
Он обеспечивает невероятный комфорт для глаз, расширяет возможности за счет цветового отображения и позволяет читать в любое время суток. Если вы цените удобство и бережное отношение к своему зрению, это устройство станет вашим незаменимым спутником в мире книг и графики. Однако помните, что его сильные стороны в работе со статическим контентом, а не с динамическими приложениями. Пишите, друзья, что вы думаете о данном китайском чуде. Подписывайтесь на все мои социальные сети: YouTube, Rutube, VK, Zen, Telegram. Там я периодически выкладываю много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.